Всем добрый день! Вы на канале Татьяна Мертоглу Турецкие узоры. Сегодня я опять пришла к вам с новыми тапочками. Вот такие вот тапочки сегодня буду вязать. Модель простая. Как я уже сказала, очень подходит для начинающих. Полностью все я вязала лицевыми петлями. Кое-где изнаночными. Вот по обвязке изнаночными. Значит, размер сегодня у меня маленький. На 36-37. Сейчас я его буду замерять. Вот такой вот тапочек. Значит, полностью вот от пятой и до пальчиков 22 сантиметра. Ну, они хорошо тянутся, платочная вязка, до 23,5 можно дотянуть, поэтому если не растягивая, на 35 они тоже пройдут. Такие вот. А так 36-37. Значит, если размер больше, что мы будем делать, что я вам посоветую, вот эту вот часть, когда будем обвязывать мысок на пару рядов сделать больше, по длине пару рядов увеличим, ну и по ширине на несколько петель сделать шире. Это если размер больше. А 35, 36, 37 вот можно вязать также по моим замерам, расчетам. То есть, значит, нитки у меня, как всегда, акрил стопроцентный, 240 метров в 100 граммах. Хотя, я не знаю, мне такая ниточка тонкая показалась в этот раз. Вроде бы метраж тот же, а показалась тонкая. Если вы возьмете нить толще, чем у меня, у вас размер на 1,5 увеличится. Вот. Ну и, соответственно, спицы у меня номер 2,5. Значит, я взяла, у меня 5 спиц, вязала я на 2 спицах, здесь на 3 спицах, обвязку делала на 5, поэтому я использую короткие вот такие вот спицы. 3 цвета, желтый, белый и цвет хаки использовала. Крючок для поднятия петель и обвязки тапочка самого. Ну вот вроде бы и все. Переходим к вязанию. Так, начнем вязать мы с мыска на спице номер 2,5. Обычным способом я наберу 15 петель. Все буду вязать лицевыми. Значит, первый ряд сначала мы провяжем, расширим до 27 петель мысочек, а потом начну вязать клеточку. Значит, сейчас набрала 15 петель. Первый ряд провяжу все лицевыми. Ну, я весь тапочек-то буду вязать лицевыми. Первую петельку я провязываю. Далее в следующих 3 рядах я буду делать в начале и в конце ряда по одной прибавке. Потом буду делать их через ряд. Только по изнаночной стороне. Значит, так, сейчас первый ряд провяжу лицевыми. Со второго ряда начну расширять. Последнюю петельку провязываю изнаночной. Опа. Так, теперь это у нас изнаночная сторона. Одну делаю сразу, одну сняла, одну делаю добавку. Вот так вот перекручиваю я. Можно это накидами делать. Одну добавила. И далее пошла до конца ряда. Вяжу все лицевыми. И точно так же сделаю одну прибавку, добавку в конце ряда. Можно делать через ряд с самого начала, но тогда мысок будет более длинным. Поэтому я первые 3 ряда делаю в каждом ряду, а потом через ряд. Так, прибавили. Последняя изнаночная. Перешли на лицевую сторону. И точно так же одну добавляю и одну в конце ряда.
Еще также провяжу один ряд, а потом буду делать только по изнаночной стороне. Значит, расширю до 27 петель, как я уже говорила. Размер у меня в этот раз небольшой, нитка просто на вид тонкая, хотя метраж, как я говорила, 250 метров у меня, но она почему-то тоненькая. Провяжу, когда все замерю в сантиметрах это дело. Хотя я прошлой модели вязала 25, мне было достаточно петель. Но в этот раз 27. Ну, вязка, может быть, немножечко стягивает. Значит, сейчас что мы делаем? Расширим мысок и перейдем на клеточку. Последнее. Добавляем, расширяем. Вяжем мысок. Расширила я мысок до 27 петель. Теперь переходим, вязать будем клеточки. Значит, по 3 петельки я буду вязать, все лицевыми, 3 зеленым, 3 желтым, 3 зеленым, 3 желтым. И потом буду чередовать зеленый с желтым. У меня хаки цвет или же желтый с белым. Ну, а у вас уже какие цвета будут. Я буду называть свои цвета. Значит, сейчас что мы делаем? Начало. Первые 3 петельки провяжу желтым цветом. Так, первую снимаю. Раз, два, три. Далее подключаю зеленый цвет. 3 зеленым. Все вяжем лицевыми. Раз, два, три. 3 желтых, 3 зеленых. Так идем до конца ряда. Раз, два, 3 желтым. Здесь сильно сзади не затягиваем. Раз, два, три. 3 желтых, 3 зеленых. Пришли в конец ряда. Последний у меня тоже 3 желтым. Переходим на изнаночную сторону. Первую петельку снимаю. Все вяжу лицевыми. Желтый над желтым, зеленый над зеленым. Так идем до конца ряда. Всего провяжу 4 ряда. А потом перейду на другой цвет. Кубиков всего провяжем 4 ряда, как я уже говорила. Значит, сейчас у меня 4-й ряд. Следующий ряд у меня будут начинаться белые кубики, поэтому я с изнанки последнюю петельку сразу провяжу белым цветом. У меня первый кубик будет начинаться белым цветом. Что ж такое, ну? Так, переходим на лицевую сторону. Теперь
Все точно так же продолжаем, только теперь у меня будет белый и желтый. Белый и желтый. Менять цвета я буду. Первую петельку снимаю. Раз, два, три. Белым провязала. Далее идет у меня желтый цвет. 3 желтым. Раз. Сейчас мы зелененькую тут поднимем, чтобы она у нас протяжка потом не была большая. Так, все. Идем так, вяжем весь ряд. Это первый ряд, второй ряд, третий, четвертый. Провяжем все одинаково. Три белым, три желтым, три белым, три желтым. Раз, два, три. Все вяжу лицевыми. Петли сильно не затягиваем, чтобы вязание не было сильно стянутое. Так, так идем до конца ряда. Так, последняя изнаночная у меня всегда. И по изнаночной стороне точно так же все вяжу лицевыми. Так провяжем 4 ряда. Белый, желтый, белый, желтый. Первую снимаю. Провяжем 4 ряда, потом опять перейдем на зеленый. Зеленым точно так же 4 ряда. Перейдем на белый. Всего высоту я провяжу 9 кубиков. Сейчас я еще раз их пересчитаю. Так, все, это у нас второй ряд. И еще 2 ряда. И менять. Все лицевыми. Все 3 лицевых белым, 3 лицевых желтым. И через каждые 4 ряда меняем цвет. Думаю, с этим все понятно. Вот. Теперь, смотрите, довяжем белым, перейдем на зеленый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Я провяжу, значит, 9 кубиков. И потом еще 2 ряда просто желтым лицевыми провяжу, закрою петли и буду обвязывать тапочек. Значит, сейчас что мы вяжем? Нужную высоту, может, кто захочет повыше, а кто захочет покороче. Довяжу до конца, замерю это сразу в сантиметрах, этот ширину, высоту. Вяжем кубики сейчас. Закончила вязать мысок. Значит, после клеточек один ряд прошла лицевым и обратно вернулась тоже лицевым. Сейчас буду закрывать петли. Закрываю. Последний ряд, когда вязала лицевыми, зеленую ниточку провела в начало ряда. Вот под ниточками переплела ее. Теперь обычным способом закрываю петельки. По 2 петельки вместе. Закрываем. Так, и последнюю я вот зеленой ниточкой последнюю петельку протяну, потому что я сейчас первый ряд буду набирать петли зеленым цветом. Так, теперь что у нас здесь получилось? Высота 11 у меня. Где тут? 11 высота и ширина
ширина, ну вот почти 9. Немножечко не доходит до 9. Так, теперь 15 петель у меня было в начале. Среднюю петельку я сразу наметила. Набирать буду петли, чтобы у меня было одинаковое количество с каждой стороны. Ну, так мне легче, поэтому я среднюю петельку намечаю. Наберу петли, у меня всего по кругу будет 69 петель. 34, одна посередине и 34. Да, 69. Так. Одна на спице, вот сразу в первую. Здесь набрала. Под 2 дужки ввожу крючок, вытягиваю петельку. Кому удобно, можно это все делать спицей. Вот так вот сразу по 2 дужки и спицы набирать. Так. Что сейчас делаем? Набираем петельки. По всему мыску наберем петли. Набрали петли. Теперь по изнанке зеленым цветом возвращаюсь обратно. Первую провяжу. Теперь одна лицевая, одну снимаю, не провязывая. Одна лицевая я вяжу, одну снимаю, не провязывая. Нить за работой. Одну петельку лицевой, одну снимаю, одну петельку лицевой, одну снимаю. Так дойдем до конца ряда, провяжем. Почему я вяжу первые 2 ряда так? Эти петельки, вот если у нас там были где-то какие-то пустоты или что-то еще, такой тип вязания, он перекрывает, видите, вот хорошо вот ложится по мыску, получается, не знаю, мне нравится. Поэтому я первые 2 ряда, один зеленым, один желтым, провяжу со снятыми петлями сейчас. Значит, первый ряд буду вязать по изнанке, одну снимаю, одну провязываю лицевой. По лицевой стороне я буду вязать все лицевыми, а по изнаночной опять буду одну снимать, одну провязывать. Так, теперь что у нас здесь, на чем мы остановились? Одна провязанная, одну снимаем, одна провязанная, одну снимаем. Так идем до конца ряда. Пришли на лицевую сторону. Больше мне зеленый цвет не нужен, его можно будет обрезать. Далее все буду вязать основным желтым цветом. Лицевая сторона, все петельки вяжу лицевыми. Все петли до конца провяжем лицевыми. И обратно вернемся точно так же, как первый ряд, только в шахматном порядке. Сейчас вяжем все лицевыми. Довязали лицевую сторону, переходим на изнанку. Теперь что мы здесь будем делать? Ту петельку, которую мы провязывали, над ней будем петельку снимать. Которую мы снимали, мы ее будем провязывать лицевой. Вяжем в шахматном порядке. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас была провязанная. Я ее теперь первую снимаю. Далее у меня была снятая петелька. Я ее провязываю лицевой. Все, дальше идем. Одну снимаем, одну провязываем. Одну снимаю, не провязывая, одну провязываю лицевой. Одну снимаю, одну провязываю лицевой. И так идем до конца ряда опять. Так, провязала, одну сняла, одну провязала, одну сняла, одну провязала. Пришли на лицевую сторону. Дальше все ряды я буду вязать изнаночными петлями. Первые всего лишь вот 2 ряда я провязала со снятыми петлями. Остальные все я буду вязать изнаночными.
все буду вязать вот так вот изнаночными. Вот так вот у нас должно получиться. Значит, сколько я провяжу? 9 рядов изнаночными я провяжу. Все понятно. Дальше вяжем все изнаночными. Высота. Вот смотрите, какая у меня будет высота. Раз, два, три, четыре, пять. 5 зубчиков. Высота полностью зеленым вместе рядом. Ну, почти 3 сантиметра высота у меня. Значит, сейчас провяжем вот эту вот часть. Я к вам вернусь и будем вязать подошву. Все, вяжем все изнаночными. Закончим обвязку мыска и перейдем к подошве. Вяжем. Закончила я вязать, обвязывать мысок. Теперь сейчас перейдем, будем вязать подошву. Здесь я ниточку обрежу. Средние 11 петель выделим на подошву. Хвостик сейчас сразу перенесу. Вот так вот я его запутываю вперед-назад, эту ниточку. Чтобы у нас здесь край был чистым. Так, перенесем эти все петли. 11 петель найдем на серединку. Подошву начну вязать. Закончила я здесь по лицевой стороне. Подошву начну вязать. Первый ряд по изнаночной пройду. Так, ниточку прикрепила. Всю буду вязать лицевыми петлями. Так, 11 средних петель. Все провяжу лицевыми. Так, как же здесь... Вот так вот, как-то так. Так, все провяжем первый ряд. Все провяжу лицевыми. Развернусь. И второй ряд тоже буду вязать лицевыми. Дальше всю подошву и все полотно следочка буду вязать лицевыми. Так, последняя петелька. Провязали. Перешла на лицевую сторону. Первую снимаю. Буду теперь делать добавки, провязывая по одной петельке с боковой спицы. Так, 2, 3. Расширю до 19 петель я. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одну добавляю с боковой спицы. Развернулась. Опять вяжу все лицевыми и добавлю со второй спицы. Первую снимаю. Плотненько. Вяжем все лицевыми до конца ряда. До последней петельки. Последняя лицевая. Одну добавляю с боковой спицы лицевой. Развернулась. Первую снимаю. И далее вяжем все лицевыми. И точно так же делаю. Одну добавляю с боковой спицы. Доберу нужное количество петелек. А потом буду дальше вязать, соединять по 2 петельки. Вместе провязывать по методу пятки.
по лицевой стороне. Я буду их соединять изнаночной, по изнаночной стороне буду провязывать 2 крайних лицевой. Ну, до того места мы еще дойдем. Так, последняя лицевая и одну вот лицевую. Все. Значит, расширяем. И дальше продолжаем все лицевыми. Теперь сейчас сразу хотела вот по этому слитку замерить ширину подошвы. Это у меня 19 петель. Я сейчас вот здесь вот расширю. Ширина у меня подошвы получилась 6 сантиметров. Так. Вяжем, расширяем. Расширила я подошву. У меня 19 петель. Теперь все так же продолжаю вязать лицевыми. Только последнюю петельку переношу на спицу и провязываю 2 вместе по лицевой стороне. Изнаночные соединяю. Подтянули, развернулись. Далее первую снимаем. Все до конца ряда вяжу лицевыми. И последние 2 провяжу вместе лицевой. Так, идем в конец ряда. Что у нас здесь? Так, последняя петелька. Две вместе провязываю лицевой. Подтянули. Все, перешли на лицевую сторону. Вяжем все лицевыми. Крайние петельки соединяем по 2 вместе. Так будем вязать, пока не закончим все петли, не соединим все петли с боковой спицы. Так, вяжем, заканчиваем первую часть подошвы, так сказать. Потом доберем петельки, провяжем все полотно тапочки до пятой. Так, все вяжем лицевыми. Что у нас здесь последняя? Соединили. Так, что мы здесь получаем? Вот такой вот начало подошвы у нас такой вот. Такой вот мысок получается. Вяжем, заканчиваем подошву. Я к вам вернусь, начнем вязать оставшуюся часть нашего следочка. Завязала я до последней петельки, закрыла все петельки. Теперь можно будет продолжить сразу, не обрывая нити, вот так вот набрать здесь петельки и вернуться обратно. Но я в этот раз решила сделать по-другому. Я сейчас петли все закрою и начну набирать вот с серединки сразу. Значит, что я сейчас сделаю? Все петельки закончила вот по этой стороне. По 2 закрою. Обрежу нить. Что такое? Закрою петли. Так, вот такой вот получилось у меня кармашек такой. Значит, что теперь? Смотрите, с каждой стороны, вот начиная от подошвы, я наберу по 14 петель. 6 петель у меня будет бортик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 8 петель вот с самого мыска. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я сразу отметила эти петельки. Значит,
наберу вот от начала и до последнего маркера петельки. Всего у меня будет 47 петель. Если же хотите, чтобы повыше был вот тапочек, наберите побольше. 53 можно набрать. Тогда он получится вот так вот повыше. Я сделала не очень высокие в этот раз, потому что размер небольшой. Вот такие вот облегченные. Так, теперь сейчас мы сразу на спицу наберем петли и будем вязать все лицевыми. Сразу хвостик вот этот вот проведем под ниточкой. Вот 2 дужки. Набираю петельки. Четырнадцать по бокам у меня будет. По подошве точно так же я наберу 19. Я там петли закрыла. Ну, можно было, конечно, не закрывать, а просто провязать. В общем, я решила, чтобы одной строчкой все это шло одним рядом. Поэтому у нас так турчанки закрывают петли, а потом с самой серединки начинают вязать. Так, вот так вот по 2, по 2. Так, сколько? 2, 4, 6, 8. Теперь 1, 2, 3, 4. Считаем и набираем так до конца. Так, ну что, петли все показывают на камеру или понятно, как набирать? Здесь, я говорю, у меня 47, может быть 49 наберете. В общем, ориентируйтесь по своей высоте, по ширине. И вот точно так же переходим на подошву, вот под крайней петелькой, дужкой, как ее назвать. Вот 2 дужки захватываю и набираю. Все, набираем. Добрала я петельки. Так, теперь что дальше делаем? Разворачиваемся и продолжаем вязание. Будем вязать до пяты. Все будем вязать лицевыми. Платочной вязкой, ровным вязанием я буду вязать до пятки. Ну, опять же, это по желанию. Можете любым узором вязать боковую часть, но я все тапочки решила в этот раз связать лицевыми изнаночными петельками. Все, повернулись, все вяжем лицевыми. Что у нас здесь получается? Вот переход. Кромочную петелечку провязываю я изнаночной. Так что здесь все лицевыми. Продолжаем вязать лицевыми и по лицевой, и по изнаночной. Все вяжем лицевыми. Так, довяжем до пятой. Я к вам вернусь сейчас, сколько я провязала в сантиметрах. Посмотрим. Так, сколько здесь у меня сантиметров до пятки? Смотрите, 8,5 до пятой. А в зубчиках, если по этим зубчиками считать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот так вот у меня получилось. 20 вот этих вот зубчиков и 8,5 сантиметров, как я уже сказала, в свободном состоянии. Значит, довяжем до пятой, дойдем. Точно так же платочкой закроем пятку. Потом сделаем вот такую вот обвязку. Вяжем. Закончила я вязать нужную мне длину. Дошла до пяточки. Теперь пятую буду вязать на средних 13 петлях.
Вот провязала последнюю 13-ю петельку. Буду провязывать с петелькой с боковой спицы 2 вместе. По лицевой стороне провяжу изнаночной, соединили, разворачиваюсь наизнанку, провязываю 12 петель и 13-ю петельку буду соединять с петелькой с боковой спицы по изнанке лицевой петлей. Буду провязывать вместе. Раз, два, вяжу все петли. Так и продолжаем. Все вяжем платочной вязкой, лицевыми я вяжу. Последняя петелька провязали. Последнюю переснимаю и провязываю с петелькой с боковой спицы. 2 вместе лицевой. Перешли на лицевую сторону. Первую петельку снимаем и продолжаем вязать 5-ю. Соединяем по бокам по 2 петельки вместе. По лицевой стороне будем соединять изнаночной, провязывать. По изнаночной стороне 2 вместе будем провязывать лицевой петлей. Так будем вязать, пока не останутся, не закончатся все петли вот с боковых спиц. Так, что у нас здесь? Вот последняя петелька. 2 вместе провязываю изнаночные. Все, вяжем 5-ю, довяжем до конца, закроем петли, потом обвяжем тапочек, и на этом будет все. Значит, я набрала 13 петель, на 5-ю вяжу. В конце, в последних пару рядов останется до конца, я вот здесь по 2 петельки закрою. Оставлю 11 петель, чтобы меньше было по окату петелек оставалось, чтобы не сильно широко вверх получался. Ну, 11, 9 в таком, 1-2 по краям позакрываем. Потому что размер небольшой, поэтому... Так, вот последняя петелька по изнанке, 2 вместе лицевой. Все, вяжем 5-ю. Закончила я вязать 5-ку, закрыла петли. Теперь по всему следочку наберу петли. У меня будет 60 петель. Было 62, по-моему. Я пару лишних петель закрыла, провязала 2 вместе, по 2 вместе, чтобы не было сильно широко. Теперь под 2 дужками ввожу крючок, или же опять же можно это спицей. Вот под 2 дужки набираю петельку. Наберем петли и провяжем 10 рядов все изнаночными. На 4 спицы набираю петельки. И все по кругу буду вязать изнаночными. Каждый ряд изнаночными. И потом это дело все примонтирую. Так, все. Вот так вот. Набираем петельки и все вяжем изнаночными. Провязала я нужную мне высоту. Теперь выворачиваю это все наизнанку. Разравниваем все петельки, чтобы нигде ничего не перекосило. И далее снимаю 1 петельку со спицы, подхватываю 1 петельку, вот поперечные петельки, это были петельки у нас начального ряда, и провязываю вместе, протягиваю ниточку. Одну со спицы, 1 петельку с первого самого начального ряда, вот она, захватили ниточку
И через 2 теперь протянула. И так по одной примонтирую всю вот эту вот бейку. Все примонтируем, закрепим узелок, хвостик, спрячем это все под бейку. Можно хвостики все попрятать, чтобы все было чисто. Вот она. Захватила, протянула. Вот так, все понятно. Здесь довязываем до конца. Вот так вот перегнется это. Получится вот так вот на лицевой стороне. Все, на этом я буду сегодня закругляться. Всем спасибо за просмотр и за подписки. Всем мира и добра. Пока-пока.